Всем привет! Вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить Тауматурга. У нас звонит телефон, поэтому сейчас меня этот звук 10 тысяч раз уже успел выбесить, пока я включила запись, правда. Окей, мы подходим. Да, давай. Hello. Алло. Hello. Так громко орёшь. Victor? Да, Виктор, я Виктор, а что? Да. Сказать, что произошла ошибка. Воронин. А что ты мне звонишь? Подтвердить, что это вы? Speaking. О, пора-то. Victor. Виктор, это дядя Саша. How are you? Как дела? Уже успел навестить родные пенаты? Ой, что ты так громко говоришь? Рассказать, чем вы занимались? Привыкаю к вещам вроде удобной кровати, город сильно изменился, как и все мы. Для меня сейчас самое важное это отыскать отцовский гримуар. Your grimoire. Твой гримуар. Удачи тебе, дорогой. Спросить, как у него дела? У меня все хорошо, спасибо. У тебя как дела, дядюшка? I wanted to... Я хотел... Слушай, дружок, мне нужна твоя помощь. Дело очень It's a деликатное. very delicate matter. Are you able Найдешь to время find для a любимого moment for дядюшки? your uncle? Ну, зависит от того, что ты от меня вообще хочешь. Ладно, где встретимся? Remember where I took Помнишь you kids for местечко, dinner? куда я вас в детстве водил? Помню. Let's meet there. Встретимся там. Вспомним старые добрые времена. Увидимся, Виктор. Спасибо. Да, пока. See you then, Victor. Thank you. Это, конечно, все прекрасно. Ай, раз прекрасно, но цена дружбы задание. Цена дружбы. Мне не нравится это задание. Восприятие. Распутина надо навестить. Точняк. Кто тут? Графиня Лермонтова. Графиня Леонора Федоровна Лермонтова. Ленора. Почему-то прочитала Леонора, старшая в семействе, и с ее политическим весом приходится считаться всем. Одна из ближайших советниц царя, недооценивать ее не следует. Давай мы с тобой пойдем. Ага, у него тут время. А ну-ка дай мне сюда. А, я не могу... Ох. О боже, этот змей просто пипец. Посмотрите на его дизайн. Он огненный. Вы все звуки издаете? Типа мне нравится... О, их можно крутить, окей. Этот тоже прикольный. Этот такой, знаешь, ну, просто такой. Вот этот тоже огонь. Нет, они все классные, окей. Они все классные, мне все очень нравятся. Просто посмотри на это. Скрыть интерфейс. О, да, я скрою интерфейс, чтобы сфоткать вас всех. А ну, стой. Да? Верни, пожалуйста. Вот этот немножко такой всратенький, прикольный. Почему всратенький? Ну... Что я могу? Ты как чухается. Ладно. Окей. Пошли сначала восприятие себе сделаем у Распутина. Что-то дома у тебя есть новое? Мало ли вдруг тут что-то еще появилось. Говорить, может, с кем-то можно или там еще что-нибудь. А ты сейчас в каком костюме? В новом или не в новом? Потому что если не в новом, так сейчас пойдешь и наденешь, и что ты ходишь туда вот в этом. Это моя комната? Окей. Отмени, закрой. Честь. А мы это читали, что это вообще? Обугленное письмо. Меня сжигает любовь. А, мы это читали. Ну, в смысле, нет, не читали. Меня сжигает любовь к тебе. Она не дает мне есть, не дает спать, не дает жить. Лигия, молю тебя, спаси меня из пекла, будь моей. Лигия? А кто это такой? Кто-то к сестре подкатывает, а она спалила это письмо?
А где она, кстати? Можно с ней пообщаться? Сестрюня, ты где? Окей, ее нет тут. Странно. Может, она здесь? Не, ее тут нет. Я потеряла Лигию. Внимание. Ну ладно, может, по делам ушла. Может, она в саду? Ладно, пошли к Распутину, короче. М. У меня аж 9 навыков можно вкачать. Кстати, надо не забыть разобраться с вот этими вот. Мы так и не закончили. Mr. Shitsky. Она опять его так Распутин называет. нет. Щитский. Sadly, yes. Щитский. Хорош. А чё, за шо? Ну чё она так ко мне плохо относится? Щитский. О боже. It's good to see you. Рад тебя видеть. Although, Хотя, I кажется, think я I знаю, can что already тебе see нужно. what you need. Let's not waste time. Предлагаю не How тратить about время that? попусту. Идет? Да, давай. I'll be very grateful to you Мне for бы не another помешала round ваша of помощь. help. Let me share something Позволь about выразить your мнение pace касательно in твоей охоты на hunting for салюторов. salutors. Aren't you losing Тебе не кажется, yourself что to ты ушел watching с нее в нее с again? головой снова? Что? Is there something you want to Вы что-то tell хотите me? мне рассказать? Do you Больше не want to хотите help мне me помогать? Nonsense. You can Чушь. always Ты count всегда on me. можешь на меня рассчитывать. I'm just worried. Я просто волнуюсь. Close your eyes Закрой глаза and и focus on снова my сосредоточься. words. Concentrate on my voice. Relax and focus within yourself. Follow my voice inside yourself. Опа, красиво. Do you see him? Видишь его? He's remarkable. Красавец, правда. Да, да, реально, просто классный. Что-то Виктору плохо немножко. Охо. Я не могу его смирить. You can. Можешь. У тебя получится. Слушай, он тебя боится. Успокой нервы. Твое бешеное сердцебиение его It will scare отпугивает. him off. Он Calm боится yourself. меня? Ну, нас. Рыбать. О, змейки. О, Велес. Доступно восприятие фотографии девушки в рамке. Опа, надо проверить. You look better. Глядишь You slept a получше. long time. Выспался. Yes, it feels that Ну, way. опять, какой сейчас год? What year? Still 1905. Окей, все то же Yet самое. time flows on. Спросить, были ли у него нововведения. Have you seen the future again? Вы снова видели будущее? I don't know if it's Не the знаю, future. будущее ли это, It может, could просто just какие-то be some знаки, которые symbols I мне don't не know удалось how to истолковать. interpret. Heavy clouds drifting Мрачные over тучи над battlefields, кровавым побоищем, и reaping эти deadly безликие harvest, твари. and these faceless beings walking among strangely Ходят contorted среди скрюченных bodies. тел, и корабль. ship Его называют unsinkable. непотопляемым, но он Yet все it равно went ушел под down воду with с 1000 thousands человек на on борту. board. I feel as though I Такое чувство, could have будто я stopped мог it. это остановить. Спросить, наблюдал ли он за вами во сне. Did you watch me Вы sleeping? наблюдали за мной, пока я спал?
You still drool. Ты по-прежнему пускаешь слюни. О боже, это какой-то странный диалог сейчас был. Зачем ты наблюдал за мной, пока я сплю? Зачем он сделал? Ты по-прежнему пускаешь слюни. Что это такое? О боже, вы что творите? Сказать, что вам пора. Не стоит злоупотреблять гостеприимством. Надо женский. That distressed woman you mentioned. Женщина, которую вы упомянули, Светлана. You know, I Она saw явилась her мне in в my vision. видении. Та ворчаливая служанка рассказала, какие слухи ходят о ней по городу. That was going around town. This Svetlana У is этой Светланы causing явно herself проблемы. trouble. И что же за слухи, если не секрет? Nothing that would sully her Вряд ли in они your eyes. дискредитируют ее в твоих She intrigued me. глазах. Интересная она I'd особо. like to meet Хочется her. с ней познакомиться. And you know, Знаешь, мне кажется, I think ей she нужна needs help. помощь. Help? Помощь? What do you Что want me мне to нужно do? сделать? bring her to me. Приведи ее ко мне. I won't keep Не you. стану тебя задерживать. Until next До time. скорого. Задание. Во-первых, фотография... Какая-то фотография у меня была. Просто какая? Наверное, это где-то в записях. Нет, это не в записях. Где это тогда было? Хз. Давай сделаем вот это. Я его, наверное, уже могу до конца доделать, да? И вот, ну, и вот эти вот тоже почные. Городские тайны, в принципе, не настолько интересные, как вот эти вот побочки и, ну, основное здание, само собой. Это и так понятно. Давай вкачаем. Я иду вкачивать. Я иду вкачивать все, что я могу вкачивать. Снижает концентрацию. Давай вкачаю. Как вкачаю? Дай вкачаю. Развивай. Хорош. Случайно позволяет снизить концентрацию цели еще на 2 с вероятностью 50. Прекрасно, развиваю. Да, я развиваю все. И это так. И вот это развиваю. Я сначала разовью, а потом посмотрю. Раскрывается. Ну, типа... Окей. Как так хочется увидеть вот этих вот дизайны. Но они реально крутые. Мне так нравятся тут дизайны. И бог, у меня один осталось, я не буду его трогать. Замедлить врага с вероятностью я не уберу ни в коем разе, потому что замедление это просто лучшее, что я видела, правда. Сильная атака. Почему она... А у меня разве не было тут новых каких-то? Вот это суметь снижать концентрацию на 2. Окей, давай посмотрим. Вот это я убирать не буду. Вот это я что-то убрала тут. Удвоенный урон я не буду убирать. Посылает. Тоже не буду. Перфекционизм на себя. Очки здоровья. Снижает концентрацию, повышает концентрацию. Мучение. Прерывает запланированное действие врага, если он в состоянии мучения. Повышает наносимый урон на 50. На себя. Снижает получаемый урон от каждой атаки на 4. Снижает наносимый урон на 50. Позволяет снизить концентрацию цели. Ускоряет ваше следующее действие на 1 раунд. Изнуряющая рана. Саботаж. Повышает наносимый урон на 50, maybe. Подожди, нет, вот это убери. Позволяет снизить еще на 2 сюда. Сильная атака. На 5 ходов пусть будет. Где-то тут, еще вот тут можно что-то одно поставить. Повышает урон следующей атаки слитер на 50, пусть стоит тогда. Все атаки наносят врагу максимально возможный урон. 4, 9, 6. Ну, не то чтобы это прям супер важно, ладно. Это так. Вроде неплохо.
Кстати, замечаю такую деталь, что когда он заходит в какие-то дома, он снимает плащ, а на улице одевает. Это маленькая деталь, не то чтобы важная, но это прикольно. Кстати, это здесь находится, да? Или не здесь? Вроде что было. Варшавская газета. Имя Казимир Прушинский наверняка еще не раз прозвучит не только в Варшаве, но и во всем мире. Изобретение господина Прушинского главным образом относится к сферам живой фотографии и военных машин. Два его достижения внесли значительный вклад в развитие кинематографа. Первое — избавление от бликов в проекции изображений, и второе — изобретение ручного аппарата для съемки, которому не нужен штатив. Вышеупомянутый метод избавления от бликов привел к настоящему прорыву в киносъемке после долгих лет застоя, вызванный именно этой проблемой. Газета открыта на статье про достижения знаменитого изобретателя Казимира Прушинского, добившегося больших успехов на поприще живой съемки. Так. Что, я могу сюда зайти? А, цирюльник. А можно я еще раз зайду? Мне просто интересно. Вдруг у него тут какие-то новые прически, или это может у другого где-нибудь? The talkative gentleman. Я пока хочу Please, посмотреть. set my hair to- Yes, sir. Да, дайте просто дайте посмотреть мне, да? А ну. Мне реально, короче, понравилась теперь его стрижка. Я не хочу ее менять. Ой, мне прям очень не нравится вот это. Мне прям очень не нравится. Не, я не буду менять. Отменить. Отменить мне, постричься. I'm sorry. Мне все Yes. нравится пока. Ye- Я просто надеялась, что тут будет новое, но нового нет, поэтому может быть в другом месте. Или может мне надо как-то, я не знаю, найти это. Так, у вас тут есть что-то? Вот это оно. А, вот это, да. Фотография девушки в рамке. Женщине на фотографии около 30. Слова вожделения и возмездия оставили на снимке царапины. Полные желчи оскорбления, адресованные тауматургом, повторялись механически. Раз за разом, и царапины становились глубже. И вот теперь я могу, да? Hello. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте, Can I help чем you? могу помочь? В смысле, кто ускользнула куда деталь? Спросите о работе. Вы тоже бродите по кладбищам, сражаясь с вампирами? What? А No, что? I'm new here. Нет, я здесь недавно. They've only had me Пока я paint только some рисовала banners плакаты. for now. I've seen them. I can Гонить. tell you've Я их talent. видел, у вас талант. It's just doodling. Это просто мазня. Опа, а I что у won't тебя за bother нить? you anymore. Что у тебя за нить? Я иду забирать ее. Извини, а где эта нить? Идти по следу. Идем. А? Почтовый ящик. Он принадлежит неким господину и госпоже Крагудским, но пользуется им, как кажется, нечасто. Помимо доносов охранки, Мечислава оставила в почтовом ящике свои сомнения и раздумья. Кто-то вообще читает все то, что она регулярно посылает? Не по протоколу. Мечислава, женщина, которую я встретил в штабе ВАО, тайная агентка охранки. На мою удачу, ее романтизированное представление о работе шпиона имеет мало общего с реальностью. Я могу с легкостью уладить конфликт с антитауматургами, выдав ее Владимиру. Не совсем понимаю. Is there anything else? Сказать, что вы знаете ее секрет. I know about your Я знаю little ваш маленький secrets. You секрет. don't Вы ведь work тут out of работаете не по зову passion, сердца, do не you? так ли? Is it necessary Что, to всем enjoy обязательно one's любить job? свою работу? You work for someone Вы работаете else, на кого-то don't еще, you? ведь так? For the Russians, На русских, not а не the на ВАО. WAS. You must be crazy. Вы сошли с ума. I Я не don't какая-то там snitch to стукачка. Оставьте anyone. меня в покое. Leave me alone. Опа. Дайте ей письмо, компрометирующее Владимира. I have a document У меня that есть might документ, который compromise может Mr. Konechny. скомпрометировать господина. Why should I Вот это. care? Ну, мне какое дело. Your supervisors Я will уверен, be наших keenly нанимателей очень interested in заинтересуют this эти evidence, I материалы. But
Но told я you. же сказала. Что возьмите это письмо и делайте с ним, что считаете нужным. Думаю, оно поможет вам получить задание получше, чем это. Well, just Я... leave it with Хорошо, me. оставьте здесь. But I still Но я don't все равно know не what понимаю, you're о чем вы talking about. говорите. Да, конечно, без вопросов. Окей, без вопросов. Компромат доставлен. Мечислава, информаторка охранки в антитауматургическом обществе, все-таки решила передать начальству компрометирующее Владимира письмо. Опасные связи. Скоро агенты охранки получат доказательства неугодных взглядов Владимира и сделают то, что умеют лучше всего. Значит, вопрос СВО решен. Пока я решила с тобой вопрос, мне даже с тобой говорить не надо. Изи. Вот так вот, да, в крысу вот так сдала и все. Да мне как бы пофиг, потому что кто ты мне. Окей. So, Mr. Shulsky. Сказать, что вау больше не проблема. Did you send them to Отправили hell хват к тем where they самым место. belong? Ему не обязательно знать, как мы это сделали. Они сами напросились. Right. Точно, Better not нечего mess шутить with с колдунами. magicians, Больше huh? от них тут не будет They won't неприятностей. be running rampant here anymore. But now that it's all Раз уж мы с этим over, разобрались, не желаете ли would сделать you be so пожертвование? kind as to make a donation? For the cemetery, of Нам нужно course. кладбище, разумеется. And to make И я уж sure позабочусь, чтобы important важные послания notices до вас reach you всегда as сразу quickly in the доходили. future. Извини, я тебе помогла и без того, и ты еще мне говоришь, дайте денег? Ну, нам, конечно, дали, я не знаю, ладно, соглашусь, пофиг. У меня вроде нет каких-то. Что ж сегодня щедр? Напишите моей сестре, она отправит мои... О боже! Thank you for looking kindly on an honest man. Почему ты скинул это на If you do сестру? expire Она же someday, дала тебе... I'll get you the most exquisite hearse. God bless Mr. Shulsky. Упс. Что там еще у меня? Горизонты... вот это, кстати, возможно, уже можно сделать? Нет, пока что нельзя. Окей, а что еще можно тогда? У этого есть какое-то... Куда идти? Нету, окей. Поговорить с Ворониным. Вот это вот можем сделать. Он меня звал, поэтому пошли поговорим. Так. Ого, мне сюда? Ого. Мне сюда можно? Смотри, сколько тут персонала стоит в одном месте? А что ты подлагиваешь? Отель Империал. Ой, ты чё? Что это сейчас было за фриз такой интересный? Хлыст. Хлыст с рукоятью красного дерева. Рукоять цвета красного дерева, октябрьская листва, лисий хвост мелькнул среди деревьев. Воспоминания об осенней охоте затянуты тучами. Раньше каждый выход вызывал восторг, теперь это рутина, которой не избежать, если он хочет, и дальше оставаться в кругу приближенных к графу. Опача, что это? Варшавский курьер. Объявление. Куплю 4-местное ландо последней модели, можно слегка поддержанное. Принимаю предложение до 8 числа текущего месяца по адресу Брилевский отель номер 20. Доктор Стефан Стамировский вернулся из-за границы заболевания дыхательного пути, горла, носа и ушей, улица Золото 5. Уроки рисования. Художник Константин Анджеевич примет студентов на обучение. Тема «Варшавские пейзажи». Обращаться по адресу неразборчив. Варшавский курьер. Запятнанная газета, газетная страница с обведенным объявлением. Мне кажется, или как-то размыто. Или у меня может у меня со зрением что-то. Константин Анджеевич
Дает у себя дома уроки рисования пейзажей Варшавы, однако адрес из-за небрежности владельца газеты не разобрать. Каждый вечер в 18 часов Константин Анджеевич дает у себя дома на Познанской 84 уроки рисования, на которых можно поучиться изображению варшавских пейзажей. Тема последних занятий — Александр Невский собор. О. Одного запаха пончиков достаточно, чтобы перенести меня в далекое детство. Варшавские пончики, пожалуй, единственное сладкое воспоминание в моей жизни. Пончиков захотелось. Капец. А, подождать? Окей, давай подожду. Hi, Victor. Здравствуй, Виктор. Я что-то задержался. Давно ждешь? Just a moment. Только пришел. Welcome back to Наш our любимый favorite скверик. square. A lot of good memories. Навевает приятные воспоминания, да. Ну, я хз. That's true. I do Верно, have я храню fond теплые memories воспоминания of об this этом place. месте. You were so Такой small. маленький был. Вы с You, Лиги и Петей Ligia, постоянно and бегали Petya на перегонке от would дрожек always race from дрожек the до droshky будки. to the booth. And then we'd hold А up потом the все entire очереди line приходилось ждать, until пока we мы решим, finally какие decided хотим what пончики. filling we wanted in our donuts. And Ligia would Лигетти always постоянно rush you. торопила. That's because she only Потому likes что them ей with нравится milk. только Who does that? сливовая. Anyway, Ну какая I'm начинка guessing you need my сливовая? help. Полагаю, тебе нужна моя помощь. Truly are your Ты прям father's весь в отца. son. Сразу к делу, сразу To к the делу, point. ладно. To the point. All right. It's about a В отеле certain «Империал» произошел incident один неприятный инцидент. at the Imperial Hotel. Опа. I'm all ears. Не весь внимание. It's about Petya. С Петей беда. В отеле «Империал» какой-то паренек выпал с балкона. A boy Разбился fell насмерть. from a balcony and he's dead. Those hyenas from the Стервятники Warsaw из Courier. ежедневного курьера уже набросились на эту историю. How is it linked А to что, Petya? Петя? Он в Is he порядке? all right? Yes, Да, he's в порядке. fine. But you see, Видишь ли, этот that треклятый wretched балкон balcony находится в is его part of his апартаментах. apartment. Опа, статья в ежедневном курьере. Пьяная потасовка в отеле закончилась гибелью молодого мужчины. Если верить статье, он был приятелем моего двоюродного брата Пети Воронина. Говорить. I didn't know Petya Не знал, lived что at Петя the живет в Imperial. «Империале». He didn't mention Но it он when об I этом не saw him упоминал, at the когда мы funeral. встретились на похоронах. He rents an apartment. Он снимает апартаменты. Говорит, ему так удобнее, ближе к друзьям. Знаешь, я бы хотел почаще с ним общаться. You know, I'd like to be more in touch with him. You're not very close? У вас натянутые отношения? Since losing Helena, С тех пор, it's как been не стало up and Елены, мы down с ним не всегда between ладим. us. Да и работа My мешает work мне уделять kept ему me from достаточно devoting внимания. enough attention to him. Maybe I was Может, too lenient я with с ним him. был недостаточно строг. Who was the guy who died? Окей, кто этот Людвиг парень, который Краевский. умер? Зовут Людовик He and Краевский. Petya were Они from с two Петей были different будто из worlds. разных миров. You Краевские know, люди небогатые. Kraevskis are- they're not wealthy. There's nothing wrong with Ничего that, but плохого how в did этом he and нет. Petya А meet? как он познакомился с Петей? That you'll Об have этом to лучше спроси у ask него my самого. son. Гибель Людовика. Людовик Краевский погиб в отеле «Империал». Его семья, похоже, уже дает комментарии о случившемся корреспондентам разных газет. Мне тоже стоит их навестить, разузнать подробности. And what role И чем же exactly именно am I мне here предстоит to заняться, play, дедушка? uncle? Do what you do best. Воспользуйся своими Use your способностями. powers to Выясни, как find гибель out Людовика связана с how Петей. У Ludwig's тебя death точно is получится. connected to Petya. With all due respect При всем to уважении к Stasiu, Стасику, не хочется повторять I его don't ошибки и want to преждевременно make the осуждать same собственного mistake сына. judging my only Я son хочу узнать as he правду, did. какой бы она ни была. I want to know the truth, whatever it is. And those Kraevskis. А что до Краевских? Я знаю, что I know пресса the пытается press с ними is trying to связаться. contact Боюсь, them. без твоей помощи в газетах I наверняка fear that напишут without your неправду. help, they might publish something untrue. I'll go see Я Petya. поговорю с Петей. And where can Где the можно найти Kraevskis be Краевских? found? They live in a Они живут в courtyard доходном facing доме рядом с apartment «Империалом». of a tenement Окна house выходят во двор отеля. near the Imperial. I'll see what I can do. Стараюсь помочь. Thank you. Thank you. Спасибо. Спасибо. Ступай, я пока тут побуду. I stay here for a while. Окей.
Узнать побольше. Узнать побольше. Погнали тогда. Ходят тут всякие. Это ты сейчас на меня? Ой, это смотрела? Да, наверное, смотрела. А тут что? Есть все-таки в вальсе что-то очаровательное. Я бы сам станцевал, не будь серьезным и бессердечным тауматургом по имени Виктор Шульский. Ага. А ну секунду. Если вы спросите меня, почему все такое красное, я не уверена, это у меня в ОБС так отображается или так и есть. Я отвечу, я еще не купила лампу, а уже вечер. Если лампу, которая мне нужна. Обычно это есть. Бежевая, испачканная грязью нитка. День за днем под монотонный стрекот машины отрошенно работают руки швеи, час за часом увядают, как неполитые цветы. Сколько аршинов ткани она простигала за эти годы. Ничего никогда не меняется, только руки слабеют и покрываются морщинами. Ежедневный курьер. Результаты конкурса для читателей. Месяц назад мы объявили конкурс на самый интересный уморительный рассказ про Варшаву и с тех пор получили целую мириаду историй, из которых сильнее всего были тронуты очерком господина Анатолия Ленского. За чувство юмора и легкость слога первое место в нашем конкурсе присуждается автору поездки фиакром. После небольшой редактуры рассказ появится в следующем номере ежедневного курьера. Газета открыта на столбце с результатами конкурса на лучшую историю про Варшаву. Победитель Антоний Ленский. А что это? Извиняюсь дико. Александр Невский собор, нарыв на теле города. К сожалению, беспристрастно рассматривать его как архитектурный объект практически невозможно. Ой, а чё потемнело? В смысле? Слышишь? С какой Тобиаш Фейкин. Это кто? Дома никого? Дома, не дома, просто двери не открывают. Тобиаш Фейгин. Может, скорбят о сыне, не хотят говорить с журналистами. А вы зачем сюда явились? Нужно кое-что узнать. Думаю, мои методы куда надежнее. Давайте я тогда уйду, а вы мне потом расскажете, что удалось выяснить. Идет? Гордыня? Я не люблю прессу, короче, потому что они часто пишут что-то, почти всегда, просто первое, что приходится, и с целью того, чтобы привлечь людей к теме, чтобы привлечь людей и покупать их продукцию и тому подобное, да, то есть там не всегда несется правда, а зачастую наоборот, там несется неправда. И из-за этого я, наверное, все-таки выберу гордыню, да и мне ее развивать надо. Есть мысли получше. Вы уходите в освояси, а ваши зубы остаются в целости и сохранности. Намек понял, господин книгачей. Ладно, ухожу. Вообще капец. Вы его прогнали? Хвала небесам. Спасибо вам. Заходите скорее, пока он не вернулся. Я вам хоть чаю налью. Спасибо. Хорошо быть тауматургом. Я что-то нашел. Это я собираю. Пальто с меховым воротником. Пальто, пошитое известным. Потным. С пружиной. Потным? Портным? Потным? Почему это так смешно? Ну, типа, это слишком смешная опечатка. Прям... Потным. О боже, пальто, пошитое известным потным. Это слишком. Черная шерсть прилегает к идеальному контуру воротника. Дорогие пуговицы все еще поблескивают огнями Парижа, но красота намерения покрыта слоем пыли. Этот подарок был выбран не для того, чтобы сделать кому-то приятно. Хозяину просто надоело вышедшее из моды тряпье. Опа. Лежит. Она...
разбитое блюдце. Полкухни усыпан осколками разбитого блюдца. Осколки разбитого, приступ ярости блюдца, пропитанные обидой от несправедливости, годы тяжкого труда, заботы о семье. Он не заслужил таких страданий. Острые осколки безысходности застряли в горле и впиваются глубже с каждым ударом сердца. Фотография молодой девушки. Фотография молодой девушки, позирующей в фотоателье, застывший во времени взгляд, любовь, запечатленная за деньги богача, бумага отражает свет и мысли возлюбленной, зависшие над фотографией, как нимб над головой ангела. Скомканный счет. Счет за медицинские услуги с припиской о задолженности. Сумма большая. Суммы растут с каждым новым счетом. Бумага смята усталыми руками написана мертвыми рядами чисел. Уголки подогнулись от слез. Волны отчаяния и безысходности окатывают сердце, и с каждой волной все труднее устоять на ногах. Зигмунд Краевский. Заходите, хотите чаю? Меня зовут Зигмунд Краевский. Зигмунд. Виктор Шульский. Thank you. Maybe later. I have a У question. меня к вам вопрос. Is it about Ludwig? Речь про Людовика. Since you brushed Раз уж вы that отогнали news этого hand off, стервятника. Ладно, Alright. спрашивайте. ask away. Спросить про журналиста? You get invaded Вам by часто the press докучают often? журналисты? Not a day Каждый passes день кто-то в дверь without someone стучит, knocking ходят at тут, the разнюхивают, ищут свежие sniffing сплетни, around, сыплют соль на раны. reopening wounds, looking for a scoop. But each one of them Каждый раз also обещают promises деньги. money. Семья у нас не богатая, после We're гибели not Людовика wealthy. средства и вовсе на And after исходе. Ludwig's death, we have even less. You could use some money Деньги now. вам сейчас не Sure, помешают. but Да, I но really don't я know не what I знаю, could что tell сказать the газетным newshounds. ищейкам. That's enough. Довольно. Can I ask you about Можно задать вопрос об Ludwig's имуществе belongings? Людовика? You've looked around by now. Что, осмотрелись? I found a Я photo нашел of a фотографию young молодой woman. девушки. Кто это? Who is she? This is Hannah. Это Ханна. Ludwig's У них с sweetheart. Людовиком отношения уже They had довольно been seeing давно. each other for a while. She was here Она not была long здесь ago. незадолго до произошедшего. What happened? An elegant Элегантное men's мужское skirt. пальто, Is оно it принадлежало Ludwig's? Людовику? I don't have the Я не heart осмелюсь to его say. продать. Оно так нравилось Ludwig liked Людовику. it so much. Петя Это gave ему it to Петя him. подарил. I've seen Я the нашел счет за doctor's bill. медицинские услуги. I think this is Это так, trash. мусор. Did Ludwig live here Людовик with жил you? здесь с вами? Not much В последнее recently. время он редко здесь бывал. Петя постоянно приглашал его то на вечеринки, то на танцы, то на скачки. Parties, dances, horse racing. Did it happen often? Часто такое бывало? What? Петя's Вы про эти invitations? приглашения? Да, Yes. я ему говорил, что с русскими I лучше would не tell him связываться. Ruskies were not appropriate company for him. Perhaps Ludwig Может, was Людовика impressed манила with it all. роскошь? You bet. Ну, разумеется. Мне кажется, что Петя пользовался Людовиком ради чужого одобрения, мол, благородный богач проводит время с бедняком. Вот как-то так. Цель Пети. Зигмунд уверен, что Петя использовал Людовика, чтобы поднять свою репутацию. Выгодные взаимоотношения. У Людовика и Пети были весьма запутанные отношения. Петя стремился продемонстрировать всем широту своей души, мол, он даже обществом голытьбы не брезгует. Людовик же, благодаря поддержке состоятельного друга, хотел обеспечить невесте достойную жизнь. Кроме того, ему нравилась компания молодого Воронина. That's enough. Довольно. Goodbye. О, окей, пока. Идти по следу, да. Да, я иду. Да ты кто такой? Вы не представились, но уж что, до правды докопаться я всегда могу, господин точнее, Виктор Шульский. Вы один из тех самых шульских, сын Станислава? No. What do you want? Нет, что вам нужно? Знаю, вы сказали мне уходить, но я ведь журналист, сами понимаете. Что же вам удалось выяснить? Я ничего нового не узнал. Очень жаль. Боюсь, из завтрашней газеты люди узнают, что все тауматурги шарлатаны. В таком случае, до скорого. Это сейчас была угроза или мне показалось? Потому что если это была угроза, то ты так лучше не делай. Для твоего же блага, правда. Инструкция ассистенту.
Инструкция для Антося. На этот месяц купи все, что обычно. Холсты, краски, сколько обычно скипидара. И в 2 раза больше красной и снежно-белой. Продавцу скажу, что Лесневский за все рассчитается на следующей неделе. There we have it. Перечень покупок. Судя по всему, в следующей работе художника Лесневского особая роль отведена красному и белому. Выставка для поднятия духа. Антоний Лесневский организует выставку своих работ, содержащих множество скрытых патриотических мотивов. Где лицезреть труд господина Лесневского можно по вечерам в квартире 8 по улице Маршаловская, 94. Ага, что это тут? Записка. Несколько полезных советов. Как придешь на работу, открой в вестибюле окно. Ключи лежат в шкафу в подсобке. Когда придет Дульский, длинная седая борода, один красный глаз, не давай ему больше 3 кувшинов, иначе полезет в драку. Когда придет Ленский, седой, прихрамывает, не говори при нем, раньше было по-другому, а вот в былые времена и других подобных фраз. Иначе он до закрытия останется и все уши тебе прожужжит. Secrets. Not on my watch. Судя по всему, некий господин Ленский, тот еще любитель чесать языком. Антоний Ленский, блестящий рассказчик, которого можно часто встретить в переходе у Венского вокзала. Если упомянуть при нем былые времена, он не применет рассказать о жизни в Варшаве. Окей. Это прекрасно. Опа. Свеча на алтаре. В память о Людовике догорает свеча. Огонь предательски шипит. Горе от смерти ребенка впитывается в кожу, всасывает кровь. Особенно по ночам, когда слышно, как трудно Марии дышать. Зигмунд знает, что скоро на алтаре загорится 2-я свеча, и сердце разобьется на миллион осколков. Гад. Семейство Краевских оказалось в трудном положении. Гибель Людовика усугубила и без того тяжелую болезнь Марии, а Зигмунд в одиночку не потянет медицинские счета. Подожди, куда ты меня ведешь? Сюда? Ну да, логично, в принципе. О, Hello, здравствуйте. Mr. Shulsky. Здравствуйте, господин Шуйский. Мне связаться с органами правопорядка, позвонить в больницу или пока не стоит? Вы в некотором роде прославились своим недавним визитом. This time it'll be quiet, В этот I раз все будет promise. тихо, обещаю. Мне нужно увидеться с Петром Ворониным. Господин Воронин, часом не выезжать ли намерен? Not that I Понятия know не of. имею. А Why вам какое should you дело? care? Юный сударь устраивает довольно шумные и разнузданные мероприятия. Гости жалуются, некоторые и вовсе выехали. Never mind. Неважно. Where can I Где find наш that негодник? pest? 2-й этаж, апартаменты 213. Вы там уже бывали. А я пошла. Я погнала. Консьержа Петя. Со слов консьержа, Петя портит кровь как постояльцам, так и персоналу отеля. Нифига себе, чел. Капец. Нормально? Ты, пожалуйста, давай пройди. О май гад, это что? Давай я сохранюсь просто потому, что, чтобы сохраниться. So, same thing tonight, gentlemen? You bet. I'll get some cognac. It will help react. Так, Who's this guy? это It's кто такой? just my Мой cousin. двоюродный братец. Hello, Приветствую, Victor. Виктор. Meet Thomas and Franz. Знакомься, Томас и Франц. Did you miss me? Соскучился по мне? I wanted to see Просто how you хотел тебя settled in. проведать. Take a look around. Чувствую It's себя как quite дома. Я interesting иногда here устраиваю during здесь my любопытные mother's вечеринки. parties. Хочешь Want шампанского? some champagne? About these К слову о parties, вечеринках. Говорят, кто-то I недавно с think балкона someone упал. got lost on the balcony recently. It was Papa who sent Тебя you, папенька wasn't it? подослал, не так ли? I told him to Я же stay просил out его of не this. лезть. Томас, Томас, Франц, show проводите my моего cousin двоюродного the брата door. к выходу. Ты чё, вообще попух? Что? Ты что? Это что? Он сейчас прям на полном серьезе? Ты приказал своим... кто? Друзьям, не друзьям, пофиг мне, разобраться со мной? Чтоб что? С какой целью? Зачем? Просто невероятно, правда.
Окей, хорошо. Пускай так, ладно. О боже, серьезно? Кританула на... Ого. А теперь давай поговорим еще раз, я так понимаю, да? As you can see, Как видишь, I can be упорство мне stubborn. не занимать. Congratulations. Поздравляю, Франц и Томас, and ребята Thomas крепкие. are tough customers. Well, speak up. Что ж I говори, don't have у меня all сегодня day. важные дела. Let me take Сейчас a я look приду, я around. осмотрю все тебя тут и As вернусь. Хотя, наверное, мы осмотримся и закончим на этом на сегодня, поэтому... Балкон. Балкон это прекрасно, но я сначала похожу здесь. Опа, что это? Спичечный коробок из читушки и косушки. Коробок промок насквозь, название кабака едва различимо. На коробке осталось тепло прикосновения, у служанки перерыв. Язычок пламени прыгает со спички на папиросу, огонек надежды сгорается в душе. Она закрывает глаза и погружается в мир грез. Она видит себя в белом платье, глаза, прикрытые вуалью, уверенно смотрят вперед. Наконец-то ее ценят по заслугам. Что тут у вас происходит за дичь? О, господи, что тут у вас происходит? Не, ну, перебор реально. Это какой-то перебор. Оп. Шпилька. Кто-то обронил шпильку на балконе отеля. Она собиралась поправить прическу, но пальцы окоченели, тело сковала судорога, металлическая шпилька наэлектризована ужасом. Секунда, разрушившаяся сразу 2 жизни, отпечаталась на крошечном украшении, превратив его во вместилище страданий. Трагедия в отеле. Значит, в момент смерти Людовика на балконе был кто-то еще, свидетельница. Женщина, скорее всего, служанка из читушки и косушки. Его красота. Мужские ботинки. Ботинки стоят у балюстрады аккуратно в ряд. Подошвы ботинок дрожат в волнительном предвкушении. Каждый шаг по балюстраде — шаг к новой жизни. Мужчину переполняет радость. Наконец он подарит любимой женщине и своей семье достойную жизнь. Он только что подписал документы, а бумага не врет. О май гад. Это очень грустно. А, типа, ты пока я еще не готова с ним говорить, я пойду еще что-то искать. Окей. Давай поищу. Опа, это что? Жалоба. Уважаемые господа, ставлю вас в известность о том, что мы с супругой будем вынуждены сократить пребывание в вашем отеле, если ниже следующая ситуация не изменится. Дело в том, что с недавних пор из номера на 2-м этаже, принадлежащего, по нашим сведениям, господину Воронину, еженочно от заката до самого рассвета доносится громкий шум. Более того, по вечерам нам с супругой доводилось наблюдать гостей этого номера, людей крайне неопрятной наружности. Ни один человек, ценящий душевный покой и собственную репутацию, не станет долго мириться с подобным бесчинством. Прошу вас незамедлительно принять меры. С уважением и надеждой на скорейшее разрешение сей прискорбной ситуации, Александр Иванов. Или Иванов. Да и, в принципе, пофиг. Давайте на этом закончим, наверное. Тут работает F5. Тут работает F5, окей. Но все равно я хочу сохранить на свой слот. Quick save, вау. Вот. Спасибо вам, Твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.